Подрежу что-нибудь потом. Куда-нибудь подрежу с самого уровня. Так, смотрите, не, мы нормально разговариваем, сегодня о чем не это. Значит, пожалуйста, тема, первый вопрос, да нет, тему давайте. Мембранный потенциал, еще раз говорю, мы, вот, кстати, посмотри, я сейчас еще раз, нормально меня захватывает? Да. Все, значит это, все, еще раз тему давайте. Мембранный потенциал. Значит, мы с вами, помните, обсуждали на первом занятии по кафедрам, да, распределение. Кто чем занимается, там от школы до врача, да? Значит, мы мембранный потенциал центром нашей, вот это биологическое электричество обозначили в центре нашего интереса дисциплины вот этой биофизики, да? Значит, ну, поехали, пожалуйста, мембранный потенциал определения. Коротко, покороче, так и понятнее остальным, что такое мембранный потенциал. Это получается разность потенциалов электрических зарядов между... Не надо вот зарядов, вы же правильно начали, разность потенциалов. Разность потенциалов внутри клетки и снаружи. Снаружи клетки, разность потенциалов. Так осталось-то выяснить, а что ж такое потенциал-то? И что, о какой разнице речь? Мы же ее намекали, про нее говорили. Видите, мело-бело. Мы же про нее намекали и говорили. Теперь мы смело засекал камеры. Вот он, все, разобрались. Значит, что такое потенциал-то? Мы когда градиент потенциала разбирали, мы объясняли, вспоминали, что такое потенциал. Да. Мы нашли два определения. Не надо определение, вы же помните, рисовали когда градиент. Просто что такое вот потенциал, вот заряды, да, скопились. Что такое потенциал будет? Энергия, которой занимаешься. Значит, они вокруг себя образуют электрическое поле, да? Да? Значит, и если по полю не видимо никак, кроме как если в него попадет другой заряд, да? И на него начнет сила действовать, и вот работа, с которой это электрическое поле будет выталкивать, будет потенциал. Но самое главное, это теоретический потенциал электрического поля, потенциал характеристика электрического поля. Но самое главное в этом, когда мы градиент изучали, что он убывает при удалении от источника поля, да, потенциал убывает. Вот мы и пишем. Фи1, да, потенциал больше, чем Фи2 потенциал, больше, чем Фи3. Вот линии эти я рисую, это их потенциальные поверхности, да? Линии с одинаковым потенциалом. Вот в этом смысл есть. Вот эти я перерисую вот здесь по горизонтали, как сказать. Еще раз, вот скопились заряды натрия, мы там будем рассматривать или кто. И образовал вокруг себя убывающий от центра потенциала, ну уже заряд. И тут у нас попадает мембрана, да? Вот это фосфолипидное, да, я так, чтобы это ее уточнить. Да? И что получается-то у нас ситуация? Нет, опять же, у нас же не то, что здесь плюс, кучка, минус. У нас же разные, заряды разные. Они все вместе образуют некое единое поле. Ну вот оно, предположим, от плюса ведет от... давайте мы сказали, внутри той клетки какой заряд? Покой, если мы спокойно. Значит, да, поэтому мы вот это назовем внутренней поверхностью, а это наружной, да? Условно, вот он этот самый натрий снаружи, да? Он идет поле, и внутри, вот здесь больше плюса, чем это, то есть они относительно плюс-минус, видите? Уже здесь потенциал больше, чем здесь, да? Ну, потому что он проходит, и убывает потенциал, да, поле. И он здесь положительный, здесь отрицательный. Вот потенциал. Потенциал моего градиента здесь, говорю. Нет, коллеги, но остается вопрос еще из определений-то. А что ж такое потенциал органа-то? Вот проще всего потенциал сердца с вас спросить. Что такое потенциал сердца как органа? Или опять же, вы поняли, секунду, вы же поняли, что мы потенциалом называем разницу, мы немножко сокращаем фразу. Мы говорим, что мембранным потенциалом называется разница между наружной, разница потенциалов. Что ж такое потенциал сердца или разница потенциала в сердце, или вектор сердца, или что? Вот в такой проекции что такое? Ну, погромче. Между желудочками и миокардом. Нет, между разными, это разница потенциала, возникающая между разными частями желудочками и предсердиями, условно, в разные периоды их активности. Она почему? Если бы сердце все мертвое сердце, у него нет разницы потенциала, да? Живое сердце, оно в разные моменты, то желудочек, то предсердие сокращает, образуются разные заряды, разные поля, сложное поле. И желудочки и предсердие имеют разные потенциалы, да? Ну, поле в районе желудочка, в районе предсердия имеет разные потенциалы. Кстати, тоже мне в прошлой группе что не понравилось, я вопрос задаю, в чем, где возникает эта разница? Они говорят, между систолой и диастолой.
Я говорю, я вам вопрос задаю где, а вы мне отвечаете на вопрос когда. Ну вот в прошлой группе я говорю, как между чем и чем, или где возникает разница потенциала в сердце во время его работы. Ответ между желудочком и предсердием, ну в разные там фазы и в разные. Они говорят, между систолой и диастолой. Ну это до другого разговора, о времени, понимаете? Вот, ну это вперед забегает. Ну и потом, это же следующая у нас тема про кардиограмму. И причиной этого возникновения потенциала сердца является множество мембранных потенциалов его волокон, да? Ну он собирается из полей волокон, да? Ну из клеток, видите, там же клетка. Вот мы мембранный, вот мы потенциал, вот мы мембран, вот тему мы обозначили, да? Вот в общем мы закончили, что-то не сказали мы тут про вопросы, вот вы говорите. Вот с точки зрения понимания, да, что вот электрическое поле, пронизывающее мембрану, образует на наружной и внутренней поверхности разные по силе потенциалы, эту разницу мы называем мембранным потенциалом. Да? Еще раз, не обязательно тут надо и тут пусто. Все это очень сложно, разные ионы, плюсы и минусы, они в сумме дают какое-то электрическое поле. Некое суммарное электрическое поле, которое, сказать, образует вот этот мембранный потенциал. Да? Дальше мы разбираемся, из чего он образуется. Из чего он образуется. Ну вот, давайте обозначить ключевую вторую эту фразу. Это что у нас следующее? Следующая ключевая фраза после мембранного потенциала. Потенциал покоя. И тут, смотрите, я специально думаю, он немножко неверно его называть покоя. Ну ладно, оставим. Я-то думал, это у нас русскоязычное упрощенное. Нет, это любой приличный учебник англоязычный, там Ньютон и Холл, который топовый такой учебник медицинской физиологии, вот специально ориентируюсь. Есть такой рейтинг даже учебников там по физиологии. Ну, студенты сами там в ресторане пишут, да, рейтинг студентов по физиологии. Вот там Ньютон и Холл там занимает первое место. Я вот его скачал, 21 год там. И это, он тоже везде, тоже они везде пишут. Rest potential, да? Rest, это слово отдыхать, да, потенциал покоя. Хотя это немножко неверно. Но мы-то должны обсудить, мы-то должны понимать, что для природы является покоем, идеальным покоем. Это равенство всего, когда концентрация здесь равна концентрации здесь, потенциал равен здесь. Когда все выровнялось, вот к такому покою природа стремится. Когда в природе что-то неровное, она стремится превратить в покой. Все остальное для нее каким-то действием и так далее выражается. Да? В природе покой это равенство. Да? Равенство концентрации, равенство градиента, да? И вот и клетка, если бы клетка стремилась к такому покою, она его достаточно быстро бы достигла, да? И в нем бы жила долго. Мы же говорим, почему мы назвали потенциал покоя? Не потому что это вот настоящий природный покой, а потому, ну вот неправильно еще раз мы назвали потенциал покоя, а потому что клетка в нем долго находится, да? Это некое длительное состояние клетки, в котором большую часть времени находится. Мы назвали потенциалом покоя. Rest potential, потенциал покоя. Так ли, да? Но вы понимаете, что он отличается от того идеала, к которому природа стремится. Это понятно? Ну еще раз, покой в природе это все равно, и потенциал равный, и концентрация равна, все равно. Но давайте вот разбираться, почему же, что же природа сделала, чтобы создать этот странный покой, а потом мы ответим на вопрос, зачем она это сделала. То есть мы говорим просто о том, чего там натворила матушка природа. Мы с вами вначале-то с эволюции начали. Мы начали с фосфолипидов, которые склеились, создали это. Засунули туда белки, которые стали транспорт обеспечивать. Потом мы стали, вот сейчас мы стали ее электричеством снабжать, эту клетку, и как-то ее ее вот эту электрическую активность, как новый этап эволюции. Да, ну, пожалуйста, как вы определите потенциал покоя? Ну, дайте определение потенциала покоя. Нет, Клим, не надо раз, мы же сказали, мембранный раз потенциал. Мы теперь на этот термин ссылаемся, не надо повторять раз потенциал. Это мембранный потенциал. Нет, уж это уже, вы по определению мембранного потенциала включили понятие межцитоплазмы. Мы теперь его берем, это понятие, и из него строим следующее. Это мембранный потенциал. О, вот это главная ваша вот дилемма. Подождите, я вас примерно, смотрите, у меня вчера хорошая аналогия возникла. Я у вас прошу, опишите, кто такой трезвый человек. Вы мне говорите, трезвый человек это тот, кто не пьет водки. И я не могу понять, нет, подождите, вы мне поведение трезвого, нормального человека опишите, который большую часть жизни. Нет, это тот, который вот не пьяный, водки не выпил, и поэтому мы его называем трезвым. Ну как-то неинтересно. Про покой-то надо сам по себе рассказывать, он же основа. Ссылаться
жаловаться на возбуждение при рассказе о покое как-то неинтересно. Попытайтесь вы покоя вот что-то описать. А я уже, подожди, секунду, я же уже практически сказал, вы соберитесь. Как мы... Равномерное состояние между внутренней и наружной средой. Не, опять не надо внутренне наружно. Здесь в определении внутренне наружно уже есть, да? Вы. Это мембранный потенциал, в котором клетка находится длительное время и в состоянии равновесия, в длительном состоянии равновесия находится. Ведь его главный признак это равновесие такое, как в чем-то по какому-то. Длительное равновесие, она приходит в состояние равновесия и может долго в нем воскониться бесконечно. Вот он будет покой, да? Еще раз, по состоянию покоя характеризуется длительным сохранением состояния равновесия. И что самое замечательное, что мы сейчас должны рассмотреть, что клетка не просто сохраняет, что любое вмешательство в жизни клетки будет все равно приводить на ее реакции, она будет восстанавливать это состояние равновесия. Она не просто в нем находится, она построила механизм, по которому она его восстанавливает. Да? Понимаете? Но, пожалуйста, давайте этот механизм... мы же теперь начинаем... секунду, мы же ни о чем. Так, это я стираю, да? Это просто общее про поле. Кстати, оно нужно нам еще будет, оно нужно поле, потому что лучше понять там и сенсаторное поведение, и что-то еще. Вот эта картина-то будет нужна. Так, хорошо. Откуда мы, вообще, с чего мы с вами начали разговор о потенциалах? Мы зачем о нем заговорили? Мы откуда узнали, что он вот есть такой минус-плюс, и вообще хоть вещи, мы откуда это узнали? Причина для нашего разговора-то откуда взялась? Это мы сейчас будем придумывать модель, но прежде чем придумать модель, мы же четко должно было толкнуть к этому разговору. Не надо пока причине. Еще раз. Откуда человечество придумало этот термин, потенциал покоя, оно его откуда о нем узнало-то? Не из моделей же, модели не из наших фантазий ученых, ну или хоть теоретиков. А из чего? Окружающий мир. Нет, что тут мир? Ну клетка, мы говорим о мембране клетки. Значит, некогда ученые, я года опять не назову, да, взяли такую клетку, но нашли крупную нервную клетку, там аксон кальмара, у нее там миллиметр диаметр, но для микроскопа это очень крупная клетка, да. Под микроскопом микроэлектроды там стеклянные с этим засунули туда, да. Ну, второй электрод проще, сложно засунуть, там такой стеклянный электрод, там жидкость и так далее. Засунули туда электрод один, да. Ну, снаружи легко, второй электрод снаружи подключили его там к прибору, да, к вольтметру, да, и получили на нем... Нет, какую величину измерили? Разность потенциалов или напряжения, да? Разность потенциалов, это по-другому называется напряжение у нас в электронике. Вот у нас два провода в розетке, между ними разность называется напряжением, да? Измерили, сколько величину-то получили? Ну, это мы средне повторяем число, вот на аксоне Кальмара. Какую величину потенциала при измерении вы получите? Быстрее. Ну, вы что, цифры не помните, это все говорят. Ну, во-первых, минус-плюс, да, внутри, да? Сколько? Да, ну, мы же у нас на любой схеме, вот, старая схема, старая. Сколько? Ну, это вот на еще раз, возьмем другие клетки, там миокарда минус 90, разные цифры у разных клеток, да, у миокарда там одни, у тех других. Ну, мы вот от этой теоретической измерили, им прибор показал минус 70 милливольт, да? Я даже не буду пользоваться, потому что у него лучше вот, руками по шагам рисовать, чем вот эту вот схему. Это послужило поводом для беседы нашей. Вы поняли о чем? Мы захотели объяснить, что же происходит в клетке, из-за чего очень долго и стабильно клетка поддерживает минус 70 милливольт, да? Все, это понятно, это есть прибор стирает, да, мы с ним понимаем. Это очень, не очень просто, это самое сложное в этом засунуть электрод в клетку, миллиметр тонкий и так далее, да? Ну, засунули по минимуму. Но, пожалуйста, вот теперь мы должны сформировать причины, какая причина первая в этой цепочке возникновения потенциала. Кстати, коллеги, сразу скажу о таком, даже в некоторых книжках, чуть ли не учебниках, уже не помню где видел, самый простой способ попытаться объяснить, откуда взялось минус 70, да? Это сказать калий-натриевый насос. Насос врубился, откачал на ион и стало минус 70. С точки зрения техники самый простой. И ничего не надо мудрить, рисовать схемы, списать все на калий-натриевый насос.
Почему нельзя так делать? Скажите мне, почему нельзя списать возникновение потенциала на калий натрий насос? Нет, потому что насос активную энергию, что как природа не дура. Чтобы на покой расходовать энергию, вы понимаете о чем? Ну природа, что она глупая, чтобы расходовать энергию для поддержания покоя. Ну вот логически так, да, не получается, да? Поэтому какой-то другой должен механизм формирования этого, этих минус 70 этого покоя. Ну, пожалуйста, предложите первый шаг в этом механизме. Наличие градиента концентрации. Давай, наличие градиента концентрации. Согласны? Мы это разбираем, что такое. Давайте возьмем один ион калий, да, калия возьмем. Его внутри больше как бы. Тем же экспериментом установлено, что его внутри больше, да? Опять же, из эксперимента следует, не из чего-то, а из эксперимента. Ну, я рисую калий плюс, калий плюс, калий плюс. Здесь один рисунок, да? Вот мне так проще 3 к 1, да? Вот он градиент концентрации. Но ничего пока не происходит, потому что? Нету дырок, да, нету прохождения через мембрану. Еще мы немножко ситуацию, чтобы убрать. У нас же, смотрите, разница потенциалов появилась, да, плюс-минус, да? Но здесь больше плюсов, чем здесь. Давайте уберем эту разницу потенциалов-то пока, уберем. Мы сюда добавим тот же хлор. Ну, любые анионы, но самое простое говорить о хлоре, да? Взять хлор, анион или белки отрицательно заряд, что угодно. Мы вот тут рядом хлор минус, тут рядом хлор минус, и тут рядом хлор минус, и тут рядом хлор минус, да? Вы поняли, что? Просто нейтрализуем этот заряд, уберем. Ну, и анионы есть, они как будто бы каждому по одному иону. То есть мы что получили? Чистый градиент концентрации, без градиента потенциала. Первую причину сделали, то есть уже начало есть, да? Вторая причина, которую мы здесь должны изобразить. Избирательная проницательность. Потому что если бы мы просто сделали дырку, через которую бы и хлор ходил, и калий, ничего бы не было. Мы бы в результате пришли к тому самому великому покою, назовем его великий покой, когда все равно и так далее. В результате, если бы были просто дырки, просто проницательность мембран, вы верите, да? Что все бы через них прошло, и все бы стало поровну. Вы вспомните ту идею природы великого покоя, когда все равно, все бы пришло к этому, но так энергия в природе устроена, распределена. Кстати, вы помните, вы помните, что мы говорили, пассивный транспорт не требует затрат энергии, да? Это же немножко обман, он не требует внешнего притока энергии. Он происходит за счет теплового движения. Все. Энергию он тратит, теплового. Но мы живем в теплом мире, у нас всегда есть запас энергии, мы ее не крутим туда-сюда, да? Значит, мы открываем, пару калиевых каналов, да? Что это такое еще? Мы потом про них еще поговорим. Некие мембранные белки, способные пропускать ионы калия только, да? Специфичные ионы калия. Согласны, да? Что происходит, пожалуйста, следующий шаг? Значит, вот этот один из этих излишних калиев, да, идет сюда. Вот он, калий плюс, а этот мы его подчеркиваем. Как ситуация изменилась? Теперь градиент концентрации исчез, 2 на 2, вы видите, да? Но появилась градиент потенциала. Причем уже, смотрите, здесь минус, да, 3 минуса на 1, плюс-минус на 2 плюса на 1 минус, на 1 плюс, да? 3 минуса на 1 плюс, грубо говоря, вот здесь, да? Значит, я же спросил вот у Хан Академии, посмотрите, там он как-то там с шутками, прибавками, кстати, я не помню, по-русски я на по-английски смотрел. Он говорит, знаете, Ханя так смотрит сквозь дырку в этом мембране, сквозь канал. Говорит, я даже положительно заряжен, а там-то минус, хочу сходить туда, да? Калий говорит. То есть на этот отрицательный заряд, да, возникший минус на вот этот, да, плюс-то, да? Возьмем даже другой калий, вот этот калий. Он начинает к нему идти туда, да? И что получается в итоге? То, с чего мы начали, да? Мы опять ситуацию выходим, опять градиент концентрации, опять вышел, и пошло что? Круговорот, непрерывный круговорот. Но, смотрите, в чем тонкость. Ведь в самом начале калия-то было много снаружи, поэтому в самом начале поток наружу будет больше, да? Будет большой, а внутрь маленький, но в какой-то момент становится равновесие. В какой-то момент поток наружу уравняет поток внутрь, количество ионов выходящих станет равным числу входящих. Вы поняли это? И смотрите, и в этот момент, я там цифры опять не помню, могу там разные показывать. Предположим, значит, что потенциал мембраны для калия, да,
становится минус там 90 миллион, да? Там надо концентрацию умножить, это все можно вычислить. Там разница концентрации снаружи, внутри, все эти цифры, и получится примерно минус 90. То есть потенциал мы вроде как получили, но он не соответствует той цифре, которая была на приборе, да? Вы видите, да? Нет, ну вы механизм поняли еще раз. Третья причина обозначена. Первая причина градиент концентрации, вторая избиратель проницаемости, третья, которая на запад потащила его. Градиент потенциала, да? Он же нас на запад потащил. И смотрите здесь, что происходит. Но вы помните, еще раз напоминаю, градиент концентрации, он специфичен, он для каждого иона свой, да? То есть натрий смотрит на натрий, этот на натрий, мы по каждому, а градиент потенциала он общий, поле единое электрическое. И они борются, они же видите, они борются здесь. Один в одну сторону тащит, другой в другую, вот их борьба как бы обеспечит этот поток, да? Но опять же, он экономный для природы, это что, наружной энергии не требуется, ничего не это. А потенциал не установился. Следующий момент, смотрите, что меняет. А что будет, если мы сейчас, ну вот опять это немножко копирую из той версии, да, возьмем шприц, наполним его калием, да, и зафигачим сюда некоторый объем калия внутрь, да? Искусственно, да, создадим. Что тогда произойдет? О, замечательно, через некоторое, ну сначала поток наружу увеличится, да, потому что внутри будет, но через некоторое время установится опять тоже равновесие, опять минус 90. И что мы с клеткой не делаем, снаружи калия забросим, внутрь калия, она всегда придет к этому минус 90. Медленно в этом, но придет. Вы верите, да, что она придет? Вы поняли? Ну почему еще раз говорю? Когда калия много, поток большой, да? Сюда маленький. Как только стало их поле неравно, поток уменьшится, потоки выравниваются, наружу и внутрь, да? Все. Идеальный механизм, не требующий ни энергии, ни каких-то сложных каких-то мыслей, да? Вы поймите, простыми механизмами, вот этими щелканием белков, значит, это реализуется, вот такой сложный, достигается такое состояние равновесия, да? Еще раз, мы про белки, ну нет, про каналы поговорим рано, про белки говорить, про их работу, да? Смотрите, то же самое мы можем прорисовать по натрию. Но мы сейчас упростим, мы даже хлор не будем брать. Возьмем калий натрий, хотя некоторые рисуют калий натрий хлор для дров. Ну ладно, для натрия, для простоты, да? Но натрия из эксперимента установлено где больше? Снаружи, да, мы рисуем что? Вы рисуете тоже себе. Натрий плюс, да? О, тут ту же самую модель с точностью наоборот, да? Вы поняли? И то же самое скомпенсируем тем же хлором для смеха, да? Мы ему такую балансирующую роль придадим. Хотя у него там больше роли, это я уж упрощаю. Хлор минус, да? Вот, ту же самую ситуацию создадим, градиент потенциала и как бы это, значит, отсутствие градиента потенциала и градиент концентрации, да? Опять же, коллеги, напомните мне, куда направлен градиент концентрации для смеха так чисто? Направление стрелки градиента концентрации. Ну, мы говорим, диффузия пойдет туда, а градиент направлен от меньшей к большей, Ну ладно, это уже из прошлой темы вопрос. Это уже из прошлого. Ну и то же самое, открываются натриевые каналы, да, там, натриевые каналы. И то же самое, один натрий сюда вычеркнули, стало 2 на 2, да? Все, градиент потенциала возник, пошел сюда, да? Но, смотрите, натрий ведь положительно заряженный, да? И он вносит плюс внутрь. И в результате потенциал клетки-то становится, вот, примерно опять цифру. Дельта фи по натрию, опять примерно, плюс 20 миллионов. Вы поняли, о чем? Натрий плюс внутрь приносит, да? Условно, давайте хлор выбросим из модели, чтобы не усложнять, хотя там, вот говорит, ребята рассказывают в Академии, что из 3, вот не будем усложнять. Мы берем что? Упростим модель, минус 90 плюс 20, складываем, да? Получаем вот этот суммарный потенциал, да? Кстати, так и было. Я специально в Ньютон Холл посмотрел, он про хлор тоже не рассказывал, он вот нарисовал 2 картинки, минус 91, что-то там плюс 26, что-то такое получилось. Вот так проще будет, да? Вот это минус 70 миллионов. У нас все сошлось с экспериментом, и шикарную модель построили. Они независимые, эти процессы идут. То же самое можно рассказать, что будет, если
если накачать натрий или выкачать натрий, да, в какой-то момент клетка выровняется, да? Вы понимаете, да? И вот он, потенциал покоя. Еще раз. Идеальный процесс природы, который происходит без затрат энергии в раз, значит, не примитивный, при простой системе управления, нет никаких там мозга головного, чего-то там это, да? Простые механизмы концентрации, про белки поговорим, там сложные белковые еще там, ты можешь, я говорю, простые, на самом деле. Самый сложный здесь это белок, там, да, такой, бог с ним, вот этот канальный белок, да? И мы имеем состояние непрерывного движения без затрат энергии с высокой степенью стабилизации, да? Система, которая сама себя стабилизирует на этом уровне. Все, вот мы получили, остался один вопрос в конце вот этой части темы. А это, зачем природе такая фигня? Зачем? Вот, так, нет, энергетически выгодно, согласен. Но и природе всегда проще все выровнять. Вы противопоставьте этому покою тот идеальный покой, когда натрия снаружи одинаково, внутри одинаково, все везде одинаково, калий, все ионы внутри и снаружи одинаково, когда внутреннее содержимое клетки абсолютно такое же, как и наружное. Да? Вот это похоже, да? Зачем природе было создавать вот такой, когда у него все остальные какие-то дела творятся по другому принципу? О, не на потенциал. Потенциал, если это есть самореакция, да? Так легче переходить в другое состояние. Быстрее. Представляете тот идеальный покой, все по нулю, все поровну, да? Чтобы перейти к действию, надо что-то сюда накачать, сюда выкачать, это туда надо. Нужно кучу подготовительных мероприятий провести с клеткой, чтобы с того идеального покоя, с нулями, да, я понял, перейти к возбуждению. А тут нам, чтобы перейти к возбуждению, нужно очень маленький, только канальчиков побольше открыть, и все, нужно. И все, раз, давай, и пошло уже другое состояние клетки. Да? То есть цель вот такого природы создания вот, творения, как потенциал покоя, это быстрота перехода к другому состоянию. Да? Все, да, закончили спокойно. Ну, нормально, видите, вот вы когда готовитесь, вы приятно разговаривать, даже не то, что готовитесь, когда вы готовы воспринимать какие-то вещи для обсуждать, да? Не, вы, пожалуйста, можете попробовать, что-то, я ничего стираю уже, не все это. Это, значит, все, вопросы у нас остались по первой этой части. Вы же про вопросы не говорите, а? Ну ладно, все. Значит, время на столе, там ничего еще. 14:06. Все, вы мне скажете, когда нам перерыв правильно, чтобы я сейчас договорюсь. И это. Значит, следующий шаг. Мы должны, прежде чем обсуждать это действие, мы должны сказать, что же будет причиной перехода клетки в иное состояние. Раздражительное слово обозначает. И вот тут тоже не надо метаться, сейчас спокойно, медленно говорим. Секунду. Кто же будет рецептором для раздражителя? Кто будет воспринимать раздражение на мембране? Никто будет вот в нашей системе ответственным за чувствительность к раздражителю. Белки. Те самые каналы. Опять грубо рисуем канал. Что такое? Опять очень грубо, я упрощаю многие вещи. Что такое белок? Он пронизывает несколько раз мембрану, складываясь так, чтобы там открыться, закрыться, да, некими доменами своими. Да, домен, еще раз. Вот этот один фолд, один блок белка называется доменом, да, вот кусочек, да. Они пронумерованы, он там показывал, как там нумеруют. И условно говоря, гликопротеины всякие, да, там на концах, условно говоря, кольцевые части, опять очень упрощенно, да, являются рецепторами, да. Ну, добавляя там какие-то к белку там, элементы химические. Но заметьте, мы же не просто ощущаем там какие-то... Белок разницу, грубо говоря, фиксирует. Белок чувствителен к разнице чего-то между наружным и внутренним. Да? Опять простейшая схема такая. Там опять скажут мне кто-нибудь, что я соврал, что-нибудь там упростил. Но самое простое, чтобы для вас, до медиков довести, мы же упрощаем, чтобы такую простую модель, да, построить. То есть мы говорим о разнице. Теперь возникает вопрос, разницу чего разные белковые каналы способны ощущать? Какие раздражители у нас будут участвовать? Пожалуйста. Внешний фактор. Так это физические, они все физические. Ну, естественно, внешние, а какие? Мы же говорим о внешних раздражителях. Природа. Так это и есть природа, мы сейчас говорим только о природе. Какие природные, смотрите, природа в скобках физика. Физика это и есть природа. Какие природные в скобках физические факторы будут являться раздражителями? Температура.
Опять еще раз, разница температур, да? Еще раз, температура 1, температура 2, да? Разница температур будет раздражительной, да, определенной. Причем, смотрите, в белок, в структуру белка закодирована информация, на какую разницу температуры ему реагировать, да? Природа ему закодировала эту нить, когда ему открываться, при какой разнице, да? Вот, но он способен как-то ощущать, я сравнивать, да, и так далее. Опять условно. Так, 302, да? Так, ну я ладно. Температура, раз, второе. Давление это называется механический раздражитель. Механорецепторы очень мало изучены, очень такие интересные. Они в крови, там, в гемодинамике много механорецепторов. Вы вот знаете из сколько анатомии, как он устроен, этот мышечный аппарат. У нас в мышцах специальные волокна, которые это растяжение, сжатие фиксируют пространство, это сложная система даже координации пространства этих мышц. Это, и даже 2 года назад, по-моему, 2 года, Нобелевскую премию как раз по физиологии и медицине, это одна премия, да? Это, кстати, одна премия физиологии и медицины. За механорецепторы давали за изучение. Вот именно вот этого вида рецептора, потому что они, видимо, мало изучены, вот как-то так, да? Давление мы называем, да? Некое, не важно что, скольжение, трение, какое-то механическое воздействие сюда, да? Ну, пожалуйста, рецепторы давления, еще что? Не, звучит, ну, про излучение сказано, про излучение, подождите, разность потенциалов, да? Электрическое поле. То есть белок, это самое важное, кстати, в нашей схеме дальше, да? Фи1, да? Фи2 поле. Дельта Фи является причиной для открытия каналов. Вот то же самое. Разница потенциалов внутри и снаружи становится причиной для срабатывания каких-то каналов белков. Так, потенциал, что температура, температура давления, потенциал, что еще? Ну, ваша любимая, вы любите называть, о, хемо вот эти самые, но их правильнее, да как назвать, не хемо и химия это наука, они не хеморецепторы, они лигант-зависимые рецепторы называются. Или, грубо говоря, рецепторы концентрации. Они настроены на какую-то молекулу, да, концентрат, количество которых снаружи и снутри он способен различать, да. Ну, условно, вот, они, так правильно, это лигант-зависимые рецепторы называются, да. Ну, хема, это вот некое понятие химии и химии. Не, подожди, не надо нейромедиатор, это уже смесь веществ, зачем туда лезть? Просто на молекулу, на любую молекулу, которая снаружи больше, чем внутри. Концентрация, которая снаружи больше, чем на тот же градиент концентрации, грубо говоря, понимаете, реагирует. Так, хема, ну, пускай хема, но они лигант-зависимые рецепторы называются, да? Это 4, и что еще-то у нас? Про излучение там речь шла, да? Речь шла. Электромагнитная волна, там особый вид энергии. И тут мы вспоминаем, что у нас в организме это в единственном органе существуют такие рецепторы, способные реагировать на электромагнитную волну. Пожалуйста, ответ простой. Единственный вид рецептора. Да глаз, господи, на свет. В глаз единственные рецепторы, способные электромагнитную волну превращать там, в электрический, реагировать на электромагнитную волну. Ну вот и все, больше ничего нет. Крик, нет ни биологических, вы там начинаете социальных тем более, да? Мне тут социальные раздражители предлагали даже, да? То есть смотрит мембранный белок, в обществе все хорошо, да? Там, все любят друг друга, да дай-ка я открою каналы, да? Вы понимаете, да? Ну, мне предлагали варианты социальные раздражители, там, биологические, все. На этом энергии-то заканчиваются у нас, которые это вызывают. Но, коллеги, вы понимаете, мы сказали, что-то, канал состоит из белка раз, да? Белок кодируется ДНК, да? Ну, реплицируется и передается по наследству, да, условно, да? Значит, природа насинтезировала, нареплицировала белков калиевых, натриевых и хлорных каналов. Разные белки для них, разные. Для каждого из них разные есть белки для температуры, для потенциала, для... Это тоже разные белки. Ну, грубо говоря, если мы 5 видов чувствительности взяли и 3 вида белка, всего у нас 15, 15 видов каналов, да? Ой, да, каналов, вы поняли? Это разные. Чтобы вы поняли, белок при всей его сложности, он же не головной мозг, он не способен там программироваться, там перепрограммироваться, да, что-то такое, да? Запоминать что-то, не запоминать. Он просто, он выполняет ту механическую функцию, которая в его программе заложена, да? Понимаете? Его, вот эта программа аминокислот реализует его некое пространственное там, взаимодействие, информации и так далее. Понимаете? А они все же, он разворачивается, белки всей крови, белки, там, фактор фон Виллебрана. Он при определенном механическом действии свернутый, определенно развернутый, там, активный, неактивный. Ну и ладно.
В общем, белок против. Итого мы, грубо говоря, насчитали 15 видов каналов. Теперь дальше что? Как природа, теперь взяв эти 15 видов каналов, как она, вы неправильно, так сказать, напоминаете, да, пожалуйста? Перерыв, ну ладно, мы сейчас паузу сделаем и говорим. Так, у нас тут. Так, все, значит, на чем мы закончили-то? Раздражитель, мы описывали раздражитель. Еще раз, 15 видов, все, вспомнил. Значит, 15 видов каналов условно существует, да? Как же природа конструирует мембрану для разных клеток, чтобы разные функции ей придать? Одним клеткам такой нужна особенность, другим другая и так далее. Миокарду там одна особенность, другим клеткам нервным там другая и так далее. За счет чего меняются функции мембраны? Каналы-то одни, вот 15 видов каналов, с ними что-то надо сделать. Я понял, ну что сделать-то с этими каналами, чтобы поменять функцию? Как запрограммировать функцию в мембране? Количеством каналов, просто количеством. Много натрия, больше натрия, тепловых, меньше там потенциалов и так далее. Понимаете? Вот из этого выбора 15 просто разное количество накидать на каждую мембрану. Опять туда в ДНК куда заложить и так далее. Понимаете, что? Количеством просто разных каналов с соотношением этих, тех и других. Ну окей, давайте вот это теперь. Идем. Так, давайте теперь во времени, да, разберемся. Значит, вот у нас 0, да, потенциал. Значит, это у нас график разности потенциала, да. Вот это 0. Ну, опять, понимаю, у нас внутренняя сторона основная, поэтому мы ее минусом возьмем. Вот этот минус 70, опять некого вида клеток. И вот покой, и так бесконечно, да? До какого-то момента времени точку номер 1 обозначить. Что же происходит в точке номер 1, когда покой прекращается и начинает что-то другое? Какая только она еще не началась. Пока покой только. Мы только что обсуждали, что? Раздражители. Приходит действие раздражителя, да? Появляется раздражитель. Давайте для простоты тепловой напишем, вот проще. Тепло, да? Пришло тепло. Так проще, чтобы он не путался, да? Ну и больше заряда. Нет, не торопитесь. Но пришел раздражитель, вот точка номер 1, да? Что на мембране в ответ на тепловой раздражитель начинается? Какое изменение? Какие что? Натриевые термозависимые термоканалы, условно говоря. Те натриевые каналы, которые способны реагировать на тепло. Их немного на мембране, сразу поймите. Еще раз, на мембране есть небольшое количество каналов, натриевых каналов, реагирующих на тепло. Вот на раз, да? Небольшое. Ну, они потихонечку открылись, и натрий плавненько, потихонечку по экспоненциальному закону там пошел медленно проходить туда, нарастать. Поскольку натрий идет снаружи внутрь, да, он приносит положительный заряд, потенциал вверх пошел, да. Но медленно, вот он медленно, плавно. В природе, говорят же, в природе все процессы по экспоненте происходят. В природе любое нарастание происходит вот так, убывание происходит вот так, да. Это закон природы, вот экспонента, там все процессы вот так. Поэтому и там нарисовано, и я пытаюсь вот. Идет. Теперь смотрите, если раздражитель был незначительный, маленький, ему не хватило до некой искомой нам величины дойти, что будет? Слабенький раздражитель. Поднялся чуть-чуть. Дальше что? Ему не хватило до порога. Подождите, и дальше сработал тот механизм, вспомните, перекачивание ионов. Дальше ионы сами пассивным путем перекачались туда-сюда, потоки восстановились. Опять же, медленно по этой экспоненте, уже до такого, вот так, да? Вот как-то вот правильно вот так нарисовать, да, по экспоненте. И получился этот покой, да? Правильный процесс в природе вот как-то так, плавно по экспоненте рисовать, да? Тут те же самые механизмы перекачивания натрия, потоки наружу, вот они вернули его к минус 70, да? И у нас тут 10 секунд, и мы такое состояние клетки называем ничего. Мы говорим, что ничего не произошло. Вот закон сегодня ничего, да? Мы говорим, ничего не произошло, какое-то подскакивание, в клетке ничего не изменилось, да? Клетка быстро вернулась в состояние покоя. Все, это стираем, да, вот это, да? Это, к закону все, ничего относится ничего. А если же наш потенциал рос и достигает вот этой условной цифры минус 55, да, там,
Достиг потенциал клетки. Что дальше? Тут, точка номер 2, смотрите. Точка номер 2 важна. Что здесь? Я знаю, что он так называется. Что с клеткой происходит? Что не происходит? Что? Расскажи, что Слишком это. много надо. Начинается. Откуда натрий-то едет? Нет, кто среагировал? Что изменилось в принципе в клетке? Натрий-то пойдет в ответ на это изменение. Заряд клетки. Это в ответ пойдет. Что изменилось должно быть на мембране? Начинает открываться. Кто? Канал. Я не знаю, что еще больше. Мы сказали, что теплозависимых каналов-то мало. Еще-то больше нельзя. У нас нет много этих каналов, реагирующих на тепло. Какие натриевые? Откроется много действительно натриевых каналов, но каких? На что среагировавших-то? Они по какой причине открыли? На что? На градиент чего? На градиент потенциала. Откроется потенциал зависимый канала натрия, у которых в их программе написано 55 милливольт, вы понимаете? В их программе написано 55, вы понимаете? Они среагировали на тот потенциал, который в клетке возник. У них программа сработала, их много, да? Они долбанули два вверх, да? Пошли, ну опять не сильно, не знаю, опять как-то, вот так как-то опять по экспоненте все-таки, да? Бам-бам-бам, вверх, проскочили 0, что, в общем-то, не важно, да? Зашли, и там, грубо говоря, там, приблизительно опять эти цифры никакого значения не имеют, плюс 10 милливольт пошли. Точка номер 3, да, у нас, представитель, точка номер 3. Опять, мы с вами чем сегодня изучаем? С простым процессом. Изучением гениальной матушки природы. Вот как она придумывала, какие гениальные механизмы, чтобы потом из них выстроился человек, там животное, кто-то еще из этих механизмов, да? Чтобы в него встроиться. Вот некая точка 3, потенциал здесь. Что здесь? Что с натрием в этот момент? Натрия слишком много. Да не бывает слишком много, да ну слишком много. Ой, слушайте, вот эту глупость слушайте, я сейчас эту глупость студенческую расскажу. Говорит, идет натрий, идет, говорит, заходит и все, говорит, места нету. Вы представляете, начинает выдавливать калий. О, подожди, натрия, говорит, зашло так много, что он начинает выдавливать из клетки калий. Вы что, ребята, давайте, что говорите? Ну вы поняли, анекдот-то все? Ну как бы заполнил собой клетку, для калия места не осталось, да? Он его пробедного выдавливает наружу. Не нужно себе реально студенты рассказывают, как много смотрится. Натрия, говорит, так много зашло, что он выдавил наружу калий. Ну вы что, ребята, там же вода одна, там лимонов-то там. Я сам ушел. Нет, смотрите, бог с ним, натрий выровнялся. Давайте считать, все. Исчез градиент концентрации натрия. Натрий больше не может заходить, потому что градиента-то нет больше. У натрия исчерпал свой ресурс, он не может заходить, он выровнял градиент. Ну там сложнее, там канал, ворота, наружу, внутрь, там не важно. Но давайте будем считать, что в точке 3 натрий исчерпал свои возможности, градиент концентрации сравнялись. Все, ему не было причин. Сколько каналов не открыть, концентрация равна. Но, теперь внимание, сразу подсказка-то. На вот эту величину плюс 10, она запрограммирована где? Потенциал зависимых каналах калия. Грубо говоря, калиевые каналы, у которых в башке записано в их плюс 10, они начинают открываться, понимаете? Но калия же больше внутри, да? И он пошел наружу. Пошел по первому, изнутри наружу, да, вы поняли? И дошел, внимание, вот тут внимание, коллеги, до точки номер 4, в которой потенциал равен минус 70 милливольт, да? Вы поняли? Вот это важно. Посмотрите сюда, видите? Секунду, главный вопрос. Чем состояние клетки? Величина одинакова, мембранный потенциал равен минус 70, да? Чем состояние клетки отличается в точке номер 1 и в точке номер 4 принципиально? И он даже физиологи его называют, он название имеет от состояния в точке номер 4. Да и пусть рад, ну я понял, а к чему это приводит? Само состояние жизни клетки, чем отличается, бог с ним разной концентрации. Чем принципиально существование клетки в 4-й и в 1-й точке отличается? А? Ну чем, как проявляется эта активность? Невозбудимость, это называется рефрактерность. Клетка в точке 1 возбудима, то есть способна реагировать на возбуждение. В точке 4 невозбудима или рефрактерная. Вы понимаете? Ну вообще вот здесь везде она невозбудима. Почему? Смотрите.
Что будет, если сюда опять повторно придет тепло? Вот оно. Вы видите? Не, откроется чуть-чуть натриевых каналов, да? Да открывай их, не открывай, натрий-то уже выровняется. Они никак на клетку. Открытие небольшого числа термозависимых натриевых каналов никак не влияет на клетку. Им все равно. Клетка не способна в этой фазе, вот 2, 3, 4 и дальше, воспринимать возбуждение, раздражители. Вы поняли? Ну это понятно, вот естественно, да? Хотя потенциал минус 70, да? Ладно, дальше мы называем это гиперполяризацией. Калий еще идет, пока не выровняет, ну опять, для простоты, пока не выровняет концентрацию, точка номер 5, да? Калий выровнялся, все, уже все. Калий равный, натрий равный, все, нету причин для движения. И вот теперь тоже важный момент, посмотрите, да? Если бы, вот грубо, да даже не если, смотрите, на неком предыдущем этапе эволюции, когда клетка только начала создаваться, да, скорее всего она работала как? Тот же пассивный транспорт, тот же механизм, с которым мы начали, потихоньку восстановит этот потенциал. Но вы помните, потоки начнут течь больше, меньше, и по тому механизму очень медленно клетка опять вернется к покою. Тем механизмом. Ну, как с которым мы начали калий, да? Но природа вдруг в какой-то момент эволюции решила, что ей некогда. Она стала быстро, и что она сделала? Она сказала, да фиг с ней с этой энергией, давай я лучше энергию затрачу, но быстро восстановлю клетку. Калий натрий, все, вот его единственная функция. Быстро восстановить клетку, понимаете о чем? И как некий этап эволюции следующий, да? Он хватает 3 иона натрия внутри, 2 калия наружу, бабах, да, повернул. Но вы поняли разницу, что клетка бы и без него обошлась, и без затрат энергии, да? Она, природа, пожелав ускорить, вот создала это калий-натриевый насос, вот белок тоже, да? И он быстро прокачивает до точки номер 6, вот он дальше покой, да? Вы поняли, вот секрет, насколько все логично. Вот просто, опять же, я прощаю, где-то, может быть, вру, где-то немножко это, но зато в ваших головах вот МИДИ, когда вот первого базового курса, вот оно нормально должно, понимаете, ложиться. При всех упрощениях там, и так далее. Вот это вот. Значит, смотрите, что параметры. Секунду, ну ладно. Параметры длительность, вот это, от 1 до 6, сколько времени проходит? Сколько времени примерно проходит вот от 1 до 6? Ой, только внимательно, а то опять сейчас начнете анекдоты рассказывать. Я сейчас это, давайте. Примерно. Мне сейчас говорят, примерно 1 секунда. Вот 0,1 секунда, да? Окей, смотрите. Предположим, сейчас скажу, да? Сейчас нам посчитаю. 0,1 секунды. Значит, смотрите. Длина там нерва там, от головы до руки, там, ну сколько, полметра, пускай, да? На этом, значит, каждый потенциал действия, сколько не соврать, даже сенсаторно, ну пусть по 5 миллиметров. Пусть 5, так, полметра на 5 миллиметров, это что, 500 миллиметров на 5, 100 раз, да? То есть потенциал должен, чтобы от одного касаться до 10, генерится 100 раз. 100 раз по 1 секунде 10 секунд. Значит, в вашей схеме от головы до руки, грубо, импульс должен идти 10 секунд. Вы представляете, жизнь человека, у которого команда к мышце идет 10 секунд, да? Ну, наверное, да. Человек и так медленно, но 10 секунд. Значит, это миллисекунды, и это там, ну, грубо говоря, напишем, там 2 тысячных секунды это идет. Понимаете? Вот вы сами просто проецируете на жизнь, да? Человек и так-то медленный по сравнению с природой, а если ему по секунде там потенциал генерировать, это вообще кранты ему в природе, он не выживет. Ну, грубо так, можно не выживет при таких скоростях. Это миллисекунды, да? Значит, смотрите еще один момент. Вот мы сказали, закон все или ничего-то напоминает. Что если, значит, возбуждение слабое, мы вернулись. Если возбуждение смогло преодолеть порог, да, то все остальное, его длительность, вот все остальные процессы от возбуждения не зависят. Они зависят от типа клетки, от количества каналов, от всего чего угодно, да? Вот длительность потенциала действия зависит, но не от раздражителя, да? Вы понимаете, что? И это называется все, да, вот закон все или ничего. И мы же ведь, заметьте, мы же информатику-то стырили же у мозга, да? Мы создавали компьютер. Мы придумали 0,1 откуда? Все или ничего, либо есть, либо нет, 0,1 кодирование, да? Ну мы же абсолютно эту нервную систему стырили в эту, перенесли ее в компьютер. Сейчас мы еще вернемся к компьютеру. Вот это закон все или ничего. У нас в компьютере все, что происходит, либо 0, либо единица, да? 0 или вот он. Значит, но смотрите, мы сказали, природа конструирует и меняет. Ей понадобилось для кардиомиоцит самый такой характерный, да?
момент изменений. В природе, ну, может, опять упрощаю я. В природе попалось не просто сократить мышцу расслабить, а как-то сократить, подержать, выдавить как следует кровь из желудочка, да, и тогда только отпустить. То есть в природе для кардиомиоцита понадобился пошире потенциал действия, подольше его, продолжительность подольше. И как же она это сделала? Ну, сейчас я нарисую какой-то, цвет. Ну, вот что-то такое, да? Я где-то нарисую, как бы вот. О! В природе захотелось что-то вот такое. Как она сконструировала эту систему для кардиомиоцита? Что добавила в нее? Какой? Но? Какой? Нет, потенциал здесь какой? Для какого иона? Калий натрий тут свое работает, просто можно увеличить, уменьшить, расширить. И нельзя за счет калия натрия. Они вот тут свое в этой схеме работают. Значит, нужен другой какой-то ион, да? Давай. Какой? Кальций. Смотри, опять я немножко совру, коллеги, упрощу. В некий момент, понимаете, я, может быть, упрощу, в некий момент вот тут минус 5 миллионов. Опять я вам не объясню, почему не здесь. Да, может быть, даже сказать здесь. В некий момент достижения потенциала минус 5 миллионов, да? Срабатывает потенциал зависимый кальциевый канал. И кальций, которого больше снаружи, начинает идти внутрь. Калий выходит снаружи, а кальций заходит внутрь. Причем кальций, он же еще 2+, да? Он же плюсов-то больше несет, чем калий. Но потоки так, что они друг друга компенсируют. Калий-то сам по себе продолжает выходить наружу, да? Изнутри. И ему навстречу идет кальций. Какое-то время, насколько его хватает концентрации. И он, компенсируя поток, удерживает этот заряд, да, видите, этот потенциал верный, да? Но некоторое время удерживает это. Все очень просто. Еще кинула природа некоторое количество рассчитанных там ей каналов, и кальций реализовал новую функцию, да, новый канал, новый ион реализовал вот эту функцию удлинения потенциала действия. Да? Но все кардиомиоциты, все одинаковые, они все вот построены вот на такую работу. Мышечные клетки миокарда, потому что у них специфический вот вид сокращения такой, да? Вы поняли, да? Добавили ион, добавили каналов, добавили. Ионы это были там, ионы это были, и добавили каналов на мембрану. Все вот мы сделали. Так, ну все, мы с действием-то закончили, все. Или вопросы опять у вас по действию какие-то есть? По действию, да есть по другому состоянию клетки. Еще раз, состояние покоя генерируется саморегулирующей системой, и природа его создала такое, чтобы быстро перейти к действию. Как быстро? Открыть чуть канал внизу. Природа готова к действию, чуть больше натрия пошло действие, да? Чуть-чуть меняем канал и все. Мы быстро перешли с действия, опять же, восстанавливаться нам надо было долго, но мы придумали активный транспорт и быстро восстановились, да? Восстанавливать. Вы видели даже, кстати, насчет покоя. Долго, действительно, в природе, когда много прокачанных каналов, секунду, мы сказали, натрий выровнялся, да? Калий выровнялся, так это и есть тот идеальный покой, да? По сути, природа вот в этой точке пришла к тому абсолютному покою, да, из которого ей надо долго-долго выходить. Ну, помните, я начало говорил? Вот и вот от этого она спаслась-то только калий натрий насосом, чтобы долго не выходить, да? Вот он самый покой, когда все выровнялось, он вот тут. Настоящий-то покой у клетки вот здесь, понимаете? Вот здесь, ну там, когда, ну, бог с ним, там это я упрощаю опять. Это я упрощаю. Так, осталось еще два вопроса. Осталось два вопроса. Так, ну, осталось два вопроса. Так, там у нас записывается, нормально все. Красненькая горит. Так. Осталось два вопроса. Смотрите, это мы говорили о времени, да? Это то, что происходит в 2 миллисекунды в неком времени. Теперь нужно перейти к разговору о пространстве. И вы мне простую из своих знаний анатомии скажите, чем же, вот таким правильным, мудреным языком, соматическая клетка принципиально с точки зрения геометрии, чем геометрия соматической клетки отличается от геометрии нервной клетки? Простой геометрии. Вот так. Не. Геометрия, то есть пространство. Чем пространственная форма нервной клетки отличается от пространственной формы соматической клетки? Что? Вот, соматическая клетка, она квадратная, там условно говоря, от нервная. Она длинная, сама по себе, она много волокон. Еще раз, вот что вы поняли. Вот соматическая клетка, да? А вот нервная клетка. Ну, принципиально разница, поняли? Поэтому, если мы говорим об этой клетке, то все, что мы описываем, как-то тут все рядом происходит, да? А здесь-то в чем вопрос? Вот на это мы глядим.
Вот опять некий участок, да, вот тепло, которое пришло, да, вот натрий тут зашел, да, и вот он потенциал, да, который мы только что описали. Но извините, это же здесь. А как ему сюда дойти? Нервная клетка. Еще раз, нервная клетка для чего, для передачи чему предназначена? Информации. Больше всего нервной информации мы должны передать оттуда, отсюда, туда. Как передать? Это вопрос, самый главный вопрос. Как она передается? Да просто нет, синапс это не наша физиология. Он вот тут синапс, за клеткой. Это уже дальше. Вот почему тут синапс? Синапс это препятствие некой пути информации. Это дальше физиология. Зачем мы сейчас полезем в синапс? Как? О, подождите, секунду. Замрите. Предлагается стандартный вариант электрического тока, как он течет в нашей розетке. Да? Мы ток подаем, электрон побежал вдоль провода, добежал до другого конца, принес этот ток. Понимаете? Почему здесь так? Почему нельзя взять ион натрия, да, и отправить его вот в это путешествие? Да? Он сюда добежит, и мы тут узнаем, это, что, почему вот такой способ в природе показался неверным. Стандартный способ передачи электричества, да? Перенос этих носителей заряда, да? Электрический ток. Почему электрический ток плохим переносчиком информации тут является? Ну, почему не годится такой способ с помощью электрического тока передавать информацию? Да он, во-первых, медленный пока натрий, а во-вторых, он же не дойдет. Мы разгоним его в натрий, он до середины дойдет, а он как у меня сил нет, понимаете? Он затухнет когда-нибудь, очень далеко ему идти-то, понимаете? Долго и далеко идти. Такой путь передачи очень, так сказать, нерациональный, он ненадежный путь передачи получается. Поэтому природа отказалась от такого пути передачи информации. А какой она придумала? Вот я крупно рисую, смотрите. Я вот это окончательный ланак, и вот этот первый сегмент, да, клетки вот первый. Опять же, тут что? Раздражитель пришел, да, в температуру. Зашел тут натрий, вот этот, ну возьмем натрий, да, который тут навалило много, да, его, да, внутрь вошел. И что? Ну и тут в результате получился этот потенциал действия, который мы в итоге-то, вот только в этот момент мы вот этот единичный потенциал действия назовем нервным импульсом, да, вот когда мы, вот сейчас он только станет нервным импульсом. Кто подействует? Не, а как он, чем, какими силами он подействует на соседей? Вот у нас второй, следующий участок. Что здесь? Здесь все минус, здесь этот покой, да, у нас здесь покой у нас сюда. Нет, подождите, да, градиент, кстати, потенциал. Но давайте сначала на концентрацию посмотрим. Что здесь концентрация-то? Значит, неравная здесь градиент концентрации натрия возник, да? О, это физиология, объяснять так проще вам, но мы сейчас потом и про потенциал. Смотрите, натрий начинает диффузию происходить, да, сюда течь. Ну, по градиенту, против градиента, концентрации начинает на соседний участок. И называют это в учебниках физиологии локальный ток, да? Почему локальный? Потому что на соседний участок, да? Понимаете? Что происходит? Натрий подходит к участку, начинает поднимать потенциал соседнего участка. Уже не за счет там каналов натрия, а просто натрий, приходящий внутри, начинает изменять потенциал соседнего участка в плюс, да? И в тот момент, когда он дойдет до 55, что произойдет на соседнем участке? Потенциал зависит от канала, и все остальное произойдет уже само собой. То есть натрий поднимает, и вот это, да? Но, смотрите, это же без раздражителя происходит. Это происходит за счет притекающего натрия, который поднимает, доводит до границы, а дальше клетка сама потенциал. И т.д. Да? Но, заметьте, смотрите, почему потенциал действия здесь возникший не раздражает вот этот участок, а именно следующий раздражает. Этот еще не восстановился, этот рефрактерный, понимаете? Здесь еще не произошло восстановление, поэтому он не возбудим. Поэтому возбуждение это передается вперед, да? Потому что следующий участок покой, а здесь еще не закончилось предыдущее возбуждение, понимаете? И вот оно возбуждение, бам-бам-бам пошло. Смотрите, но ведь ион это не передается, натрий туда-сюда крутится здесь, да, локально, да? Ничего туда, электричество туда не передается, масса не переносится. Переносится только информация. Абсолютно надежная система на любое теоретическое расстояние может передавать информацию. Медленно пускай это, но на любое расстояние. Понимаете? Ну
надежность. А почему надежный опять? Потому что 0 или единица. Потому что потенциал действия не затухает. Он каждый следующий абсолютно повторяет каждый предыдущий. Потенциал действия не меняется от одного участка к другому. Абсолютно надежная система передачи информации на любое расстояние. Да? Не зависит от расстояния, не затухает, не меняется, не искажается информация. Понимаете, о чем? Информация никак не меняется. Единственный главный недостаток этой системы, с которым природа на следующем этапе эволюции начала бороться, преодолевать. Ну, это же вы все любите разговаривать про сенсоторное распространение. Ну, медленность, да? Ну, представляете, вот эти маленькие скачки, долго, по 2 миллисекунды каждый, да? Медленно. Как природа стала бороться со скоростью, да? Вот я сотру соседний участок, да, специально. Как природа это преодолела? Ну, это там уже известно, это все любят жутко рассказывать про это дело, ребята. Ну, это же все как миелин, да, создал эти швановские клетки, я вот это сотру, да? Некая клетка, которая вырабатывает миелин, его внимание, он откручивает волокно вот так по спирали, да? Он не просто, он как бы обматывает волокно спиралью клетки, вырабатывающей миелин. И на некотором расстоянии вот она его перекрывает, волокно, да? Сейчас про расстояние скажем, да? Вот возникла изолированная часть, где ничего не может проходить, да, возбуждаться. И некие вот эти перехваты рамне, вот эти вот перехваты с открытой мембраной, да? Но давайте, что здесь-то, как работает эта схема? Нет, мы бы сейчас, как обычно, сказали, что ионы натрия, да, пойдут по градиенту концентрации, да, полчаса туда будут идти, дойдут ли еще неизвестно, да? Понимаете? Поэтому вот этот механизм локального тока, он здесь плохо работает. Но здесь работает градиент потенциала гениально. Какой, да? Вы правильно первый сказали, что когда натрий зашел внутрь, да, он образовал сильное электрическое поле, которое, в общем, может распространяться. Оно, конечно, затухает, бывает, да? Но распространяется оно мгновенно. Электрическое поле распространяется на любое расстояние мгновенно, затухает. И природа посчитала так это расстояние, чтобы ей хватило интенсивного потенциала этого поля, а он же тоже будет действовать и поднимать потенциал, да? Электрическое поле будет поднимать потенциал вот этого участка. Оно его поднимет до 55, и что дальше? И образуется потом. Но смотрите, если перехват сделать слишком большой, силы потенциала поля не хватит, чтобы возбудить. Поэтому природа же хитрая, она экспериментальным путем или как рассчитала, чтобы участок был достаточно большой скачок, да? И чтобы его хватило, чтобы следующий участок возбудить. Понимаете, да? Ну, понимаете, длину, вот откуда, какой природа? Конечно, природе выгодно, чем больше участок, тем оно быстрее будет скакать, да? Но с другой стороны, поля может не хватить, чтобы, да? А натрий очень долго будет течь до того участка, понимаете? Вот тут градиент потенциала, он лучше объясняет как бы передачу импульса этого, понимаете? Поле, а почему? Поле распространяется мгновенно. У поля не нужно время, чтобы от одного участка до другого дойти. Важно, какой оно силы, чтобы его силы поля, потенциала хватило, чтобы там поднять потенциал до 55. Чтобы повлиять на этот участок, поднять до 55, а дальше клетка сама работает. Да? И вот оно большими скачками пошло туда передавать информацию, да, быстрее. И вы же уже как клиницисты, неврологи должны понимать, что в неврологии существует группа демиелинизирующих заболеваний, да? Связанных с нарушением выработки миелина швановскими клетками. Его клиника проявляется в чем? Замедленная реакция, там, рефлекса, ну это уже там невролог скажет, я опять прощаю, да? Вот это самое замедление проведения, физически понятно. Так, вот это вопрос. Ну вот это сейчас понятно, что с этим все время проблемы с проведением этого нервного. Вот тут уже мы забываем слово потенциал действия и говорим нервный импульс, да? Вот то, что путешествует вдоль волокна и доходит, это и есть нервный импульс, да? И мы его уже имеем право рисовать просто в виде палочки. Вот, ну, волокно, да, нервный импульс, и вот он поскакал, дошел сюда, да? Мы уже можем упростить его просто палочкой рисовать. 0,1, опять вспомните 0,1, да? Вот это все. Вы помните еще раз, смотрите, волокно. Где у меня уже кончился? Ну ладно, мы сейчас снимем. Еще раз, длинное нервное волокно, раздражитель тепловой, да? Возник нервный импульс, поскакал, доскакал. Здесь у нас что? Сейчас, секунду.
Сейчас. Так, поскакал. А здесь у нас... Кто это? Головной мозг, да? Условно упрощает, доскакал до головного мозга. Головной мозг узнал о температуре, да? Вы понимаете? Да? Ну вот сработала тема-то, да, какая? Быстрее, медленнее там узнал. В обратную сторону это называется, как у нас афферентная импульсация, да? Когда информация идет от периферии к мозгу, это афферентная, да? Знаете? Да. Когда в обратную сторону к мышце, это эфферентная, то есть такого эффекта. Ну, не важно, это зачитать, да? Доскакал. И головной мозг узнал, что есть тепло. Но головной мозг не узнал, как горячо. Головной мозг не получил информации, а насколько тепло, какая температура-то, да? И возникает вопрос, а как же узнать, как же передать информацию о силе этого раздражителя, об этой интенсивности правильного раздражителя? Ну, предложите еще один маленький механизм, который... А я вам сейчас намек дам, подождите, можно я намек дам? Вот вы носите флешки. Это Саша Небесный Борис Ильич, он все любил так называть. Я флешка, а помню его флешка, потому что флешка такая, как привычно. Это, флешки ваши, да, вы в какой разъем втыкаете? И как называется разъем, который втыкаете? USB. Как переводится USB? Опять к компьютеру возвращается, да? Universal Serial Bus. Универсальная последовательность, это последовательность. Вот он по этому принципу и работает. У него там всего 4 провода. 2 провода это питание электрическое, а 2 как раз для передачи информации. У него всего по 2 проводам передается информация. Ну, по сути, по одному туда что-то. Последовательная передача информации, что такое? Здесь работает механизм последовательной передачи информации. А потом что? Потом сколько тепло? Нет, это слишком сложно. Это было, конечно, интересно, но сканировать так на природе это слишком сложно. Как природе передать объем интенсивности? Несколько не волн. Нет, не, зря, не несколько, не волн, по одному волну, подожди. Нет, несколько импульсов, да? То есть, вот это слабый раздражитель, средний раздражитель, сильный раздражитель, вы поняли, что? Друг за другом полетят по нему пакеты импульсов, да? В зависимости от силы раздражения будет выброшен в нервное волокно. Вот в этот момент, вот только в этот момент можно потенциал действия называть нервным импульсом. И тогда будет понятно, что такое импульс, да? Нервный импульс это короткое возбуждение на прошлом. Вот теперь он стал называться не потенциалом действия, а нервным импульсом. Вы понимаете, да, что? Теперь, когда вот он превратился вот в последовательность какую-то, это вот он стал нервным импульсом. И природа его кодирует и туда передает этими пакетами там какой-то. Ну, опять не будем сейчас механизм формирования этих пакетов. Все наговорили. У вас-то какие вопросы-то? Так я их и не услышал. Что вопросы-то у вас какие? Или они разъяснились по поводу разговора? Не, ну я-то тоже рад с вами как хорошо поговорил, потому что у меня на этой неделе как-то разные группы. Вот с одной ничего, с одной как понеслось, как вот это выжимание потенциалов, как тяжело. Плакать хочется и это. И так далее. Выжимание со студентов, и не то, чтобы вы сильно много времени на подготовку, да, дома затратили, да, и что-то еще. Но подождите, секунду, я вот еще одну ассоциацию с группой вот рассказал. Смотрите, предположим, вы все в неврологи пошли, так предположим, например, да? Смотрите, там даже неврологи, вы сейчас приедете на физиологии, там солитарный тракт, тракты, там проведение, там стволы, там нервного отдела мозга и так далее, вся эта навороченная вещь, да, вот с этим связано, да? И вы там, невролог выучил все проводящие пути, там все рефлексы и все такое. А почему? То есть он все вот запомнил, да, с учебника, куда проводится, по каким путем. А что проводится, он не знал, да? Вот он ни в какой вот этой схемы передачи импульса не знал, да? Ну не понял его на первом курсе, на втором курсе, да? И вот и не хочет знать. Ну вот сами, может такой быть невролог, я вот что-то никак не воображаю, да? Который знает, куда проводится, по каким трактам, а что проводится, он принципиально не знает, да? Ну вот получается такая картина, если ты не понял, вот эту простую картину проведения импульса, да, в своей голове не выстроил, как ты к следующему этапу можешь идти, вот я не понимаю, может я не прав, конечно, может, конечно, невролога методом зубрежки изготовить, да? Ну, может, невролога методом зубрежки, но я сейчас смотрю, у меня вот двое из моих координаторов, не моих, а которые вот у меня с первого курса наукой тут занимаются, они вокруг вращаются, вот мы все время с ними до сих пор и наукой всем занимаемся.
Вот они в неврологи двое пошли. Ну я на них смотрю, как они мужцы, и они как пытаются вникнуть и про что-то другое, по компьютеру, ну вся эта каша вместе, наушник, компьютер, всякая каша там, другая, да. Ну, я-то вот вижу, как невролог настоящий растет, грубо говоря, вот так, да. Ну что, он может вырасти в нормального невролога, не понимая, что он проводит по волокну, да? Вообще не понимая. Вот, ну что-то проводится, ну нервный импульс, подумал, что проводит. Как-то у меня не складывается картина такого невролога. Не знаю, может... Нет, опять же, может быть, он всю жизнь проработает неврологом, но это будут два разных невролога все равно. Это две карьеры разных неврологов, это все равно две разных пути будут, да? Тот невролог, который просто зазубрил и вообще не понимал, что... И тот, который все-таки попытался понять, да, и поняли, что я. Ну вот, не знаю, я вот так считаю. Ладно, что, гасим мы нашу киносъемку. Правильно. Ну.